Каждый день в мире происходит тысячи несчастных случаев, в результате которых люди получают серьезные травмы и даже лишаются конечностей. Так случилось и с жителем Исландии Феликсом Гретерсоном. В январе 1998 года он потерял обе руки в результате несчастного случая на работе, и это событие перевернуло всю его жизнь. В тот день Феликс выполнял свои обязанности электрика на высоте, как вдруг произошел скачок напряжения. Электрический разряд мощностью в 11 тысяч вольт ударил его по рукам. Гретерсон получил сильный ожог, множественные переломы, повреждения внутренних органов и впал в 3-месячную кому. Травмы были настолько ужасными, что хирургам пришлось ампутировать ему обе руки. В последующие годы, морально не справившись с инвалидностью, он перенес тяжелую депрессию, наркозависимость и несколько операций, в том числе и пересадку печени. И в таком состоянии он прожил целых 4 года. Но однажды Феликс решил взять себя в руки и не сдаваться. Некоторое время назад на научной конференции в Рейкьявике побывал Жан-Мишель Дюбернар, известный трансплантолог, который в том же 1998 году впервые удачно пересадил кисть руки пациенту. Гретерсон использовал этот шанс, чтобы встретиться с доктором и расспросить его, можно ли ему вернуть руки. В итоге потребовались годы, чтобы организовать логистически сложную операцию, найти подходящих доноров и медицинских специалистов. Как рассказала жена Гретерсона Сильвия, последние годы он восстановился, жил полной жизнью, и она не ощущала, что пересадка рук так уж необходима. Однако сам Феликс все это время мечтал только о будущей операции. И вот, спустя 23 года после несчастного случая, 48-летний Феликс Гретерсон стал первым в мире человеком, перенесшим операцию по пересадке обеих рук и плеч. Операция, длившаяся 14 часов, проходила во французском Лионе. Чтобы минимизировать время переноса конечностей от донора до пациента, были подключены 4 хирургические бригады из 50 медработников. Операция была проведена под руководством доктора Арама Газаряна. Пациенту были полностью восстановлены руки. Через 15 дней после операции серьезных осложнений не наблюдается, пациент выздоравливает. Однако врачи предупреждают, что при такой серьезной ампутации трудно давать прогнозы, а пациенту понадобятся годы и годы, чтобы сродниться с новыми руками. По словам хирурга Арама Газаряна, им еще нужно оценить подвижность новых конечностей пациента. Но если он сможет активно сгибать локти и двигать пальцами, это уже будет считаться огромным успехом. Результат же будет ясен через 3 года после предстоящей реабилитации, когда нервы врастут в новые руки. На данный момент пациент чувствует себя хорошо. Феликс искренне благодарит исландский народ за постоянную поддержку, без которой, по его словам, эта операция была бы невозможна. И обещает регулярно публиковать новости о том, как проходит его реабилитация в своем аккаунте Instagram и на своей странице в Facebook. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и в скором времени вы узнаете новые истории.